Эльдорадо — земля испанских грез. В XVI-XVII веках легенды о Золотом полюсе свели в могилу тысячи авантюристов. Испанцы осваивали Америку в надежде найти город, полный драгоценностей. В новое время искатели сокровищ заменили археологи. Вопреки распространенному мнению, Эльдорадо ученые нашли. Легендарный край таит в себе огромные богатства, однако их покой охраняется властями Колумбии. Что скрывалось за рассказами о Золотом городе? Историческое расследование. Считается, впервые история об Эльдорадо была рассказана европейцем и испанским офицером Хуаном Мартинесом. В 1531 году деятель сопровождал Диего де Ордаса в его походе на коренных американцев современной Венесуэлы. Покоренные аборигены поведали конкистадору о загадочном народе, который буквально купается в золоте. В поисках сокровищ Диего исследовал реку Ориноко вдоль и поперек, но ничего так и не нашел. Однако его капитану, Хуану Мартинесу, якобы повезло больше. Офицер случайно взорвал пороховой склад и был изгнан Диего из отряда. На пути домой одинокого испанца перехватили воинственные индейцы. Они отвели его в чудесный город Маноа, где крыши домов и дороги были выложены золотом. Местный царь Инга покрывал себя золотой пылью вместо одежды. Хуану повезло, ему сохранили жизнь, а спустя 7 месяцев даже отпустили. Эту историю он рассказал соратникам на смертном одре. Басня, иначе ее не назовешь, оказалась невероятно популярной. Она сподвигла испанца Гонсало Хименеса де Quesada организовать новый поход, но уже не на Венесуэлу, а на соседствующих муисков из царства Чипча. Это были индейцы современной Колумбии, по следам Золотого человека. Культура Чипча находилась на одном цивилизационном уровне с инками, насчитывала более миллиона человек населения и доминировала в своем регионе. Под ударами испанских конкистадоров Чипча пала. Однако награбленного золота оказалось в 15 раз меньше, чем в свое время награбил Франсиско Писаро у инков. Это позволило конкистадорам сделать вывод, что основные богатства муиски где-то прячут. Теория подтверждалась традициями аборигенов. Выражение «Эльдорадо» с местного языка переводится как «золотой человек». Всякий раз при воцарении нового вождя подданные обмазывали его золотым песком, сажали на плот, груженный драгоценностями, и отправляли в центр озера Гуатавита. Там новоиспеченный царь сбрасывал в воду подарки и нырял в озеро сам. Если золотой песок с тела смывался, то монарха ждало счастливое правление. А если нет, боги дар не приняли, и благословения вождь не получил. Поверить, что все сокровища индейцы топили в озере, испанцы не могли, а потому продолжали искать золотой город в джунглях. Но ни тогда, ни сотни лет спустя история Хуана Мартинеса о Золотом городе подтверждения так и не нашла. Таким образом, Эльдорадо — это не страна и не город, а обсыпанный золотым песком человек. Если же брать географическую основу, то это озеро Гуатавита, небольшой водоем в центре Колумбии. Сколько сокровищ таятся в озере Гуатавита? Озеро Гуатавита находится в Колумбии, в жерле потухшего вулкана, на высоте более 3000 метров. Глубина составляет 125 метров, площадь — 200 тысяч квадратных метров. Осушить его пытались много раз. Наиболее близкими к цели оказались британцы в 1912 году. На быках они подняли в горы насосы на паровых двигателях и, откачав воду, обнажили 12 метров озера. К несчастью, дно было покрыто густым слоем мыла, и солнце так его припекло, что превратило в цементоподобную массу. Тогда были найдены некоторые украшения, но дальнейшие раскопки стали невозможными. В 1965 году Колумбия объявила озеро национальным наследием и раскопки вообще запретила. Сокровища в водоеме действительно есть. Об этом, например, свидетельствует найденная модель плота, игрушка, сделанная из листового золота ремесленниками Чипча. За IV века существования американского царства озеро могло накопить несколько десятков тонн сокровищ. К сожалению, для археологов изъять их никак нельзя. По крайней мере, в настоящее время. Золото. Этот металл символизирует власть и могущество. Его называют королем металлов и одновременно металлом королей. И совсем не удивляет тот факт, что рассказы об этом металле, благодаря которому многие добивались власти, были в основе легенд. Наиболее известная из них — легенда о затерянном городе Эльдорадо. Золоту в этом городе была отведена особая роль. Здесь буквально все было выполнено из этого металла. Чтобы хоть как-то прояснить тайну этого загадочного города, многие путешественники и кладоискатели снаряжали длительные экспедиции,
совершали великие географические открытия, а неприступный город и по сей день не поднимает занавес над своей тайной. Почему легенда об Эльдорадо такая живучая? По своей популярности она не уступает даже Атлантиде и Шамбале. Почему легенда смогла просуществовать столько столетий? Обманутый вождь. Так почему же легенда об Эльдорадо смогла пройти сквозь столетия и дойти до наших дней? Если сравнивать Эльдорадо с другими мифическими городами, его легенда овеяна реальными основаниями. Достаточно упомянуть корабли, набитые золотыми слитками и драгоценностями, прибывшие к берегам Испании в середине XVI века. Все это золото использовалось в качестве выкупа за вождя инков, которому, впрочем, так и не суждено было состояться. Вождь был взят в плен неким конкистадором Франсиско Писаро и за освобождение обещал заплатить столько золота, сколько бы поместилось в темницу, где его держали. Вождь был человеком слова и, естественно, сдержал данное обещание. Его люди смогли доставить к месту заточения столько золота, что для его транспортировки в Испанию потребовалось использовать 4 корабля. Согласно мнению ученых, общая масса золота составляла примерно 6 тонн. Сегодня такое количество желтого металла было бы оценено примерно в 7 миллиардов долларов США. Получив золото, испанцы избавились от вождя. Они боялись, что при живом вожде индейцы могли напасть на них. Доставив такое огромное количество золота в Испанию, Писаро рассказал королю, что это всего лишь незначительная часть тех богатств, которые скрыты в той местности. Божественная пудра. Откуда появилось самое название города Эльдорадо? Здесь не обойтись уже без другой легенды, с которой пришлось столкнуться путешественникам, когда они начали искать вожделенную страну. Эта легенда восходит к существованию у племени муисков обычая посвящения нового вождя. Свидетелями такого обычая, если верить легенде, и стали испанцы. Перед самым рассветом будущего вождя доставляли к озеру. Там его ждал плот, на котором было огромное количество драгоценностей из золота. Тело избранника обливали ароматизированными маслами и посыпали золотой пудрой. Он буквально становился золотым человеком, что на местном языке звучало как Эльдорадо. Будучи посреди реки, вождь сбрасывал все драгоценности в воду, жертвуя их богине Фуратену, после чего сам прыгал в воду. Если после водных процедур золотая пыль исчезала с тела, богиня полностью довольна жертвоприношением, и вождь мог приступать к своим обязанностям. Осушить озеро. Легенда о золотой пудре надолго поселилась в головах испанцев, и они на протяжении 4 столетий предпринимали отчаянные попытки достать золото с дна озера. Фантазии испанцев не было пределов, чего они только не выдумывали для достижения своей цели. В середине XVI столетия индейцы по их приказу вычерпывали воду из озера подручными черпаками. В XVII столетии они решили копать траншеи, чтобы отвести воду из озера. В XIX столетии для откачки воды использовались паровые машины. Ни одна идея не принесла желанный результат. Новые вспышки безумных идей появлялись после незначительных успехов в виде золотых статуэток или горсти золотых монет. Но более масштабные находки так и оставались в зоне недосягаемости. Поиски наугад. В то время как одни золотоискатели продолжали верить, что несметные богатства сосредоточены непременно в глубинах озера, другие организовывали экспедиции по всему южноамериканскому континенту. Прочесывая метр за метром труднопроходимые джунгли тропических лесов, они подвергали себя смертельным опасностям в надежде найти таинственный Эльдорадо. Испанцы были уверены в существовании Эльдорадо, ведь сами пленные индейцы рассказывали невероятные истории. Мол, после убийства вождя индейцы вместе со всеми запасами золота уходили в самые отдаленные местности, где и планировали создать новый золотой город. Такие рассказы действовали для испанцев как бальзам на душу. Они с новыми силами и вдохновением пускались в опасный путь. Как и ранее, эти поисковые экспедиции не увенчались успехом. Самого Писаро в результате ссоры убили его же соратники. Приоткрытая дверь. Таких экспедиций было огромное количество, большая часть из которых была совершена в 16 столетии. По завершению одной экспедиции в самые кратчайшие сроки организовывалось следующее. Очередные сведения или показания индейцев не позволяли жадным золотоискателям охладить свой пыл. Они так сильно желали отыскать легендарный золотой город, что на долгие годы бросали жен и детей, забывали про домашний уют и отправлялись навстречу смертельным опасностям в лице диких животных и враждебно настроенных индейских племен. Шли годы, и со временем легенда об Эльдорадо начала постепенно забываться.
Никому из золотоискателей так и не удалось найти горы золотых слитков и драгоценностей. Иногда судьба подбрасывала золотоискателям украшения, которые, впрочем, для изысканных европейцев и украшениями назывались с натяжкой. Даже в нашу эпоху иногда появляется информация, которую можно, если не прямо тогда, косвенно отнести к Эльдорадо. В начале 2000-х годов французские исследователи обнаружили наскальные рисунки в южной части Перу. Некоторые исследователи выдвигают гипотезы, что это и есть карта, указывающая, где находится Эльдорадо. Несколько лет спустя после этой находки польским путешественником Яцеком Палкевичем была организована экспедиция по указанным координатам. Исследователю якобы удалось найти развалины древнего города, под которыми расположен подземный город. Легенда об Эльдорадо продолжает жить и по наши дни. Может, пройдет несколько веков, и новые поколения исследователей смогут дать ответ на этот вопрос. Мифическая ли это легенда, или же золотой город Эльдорадо на самом деле где-то затерян в густых джунглях или недрах Земли?